Приветствую тебя, мой дорогой слушатель. Сегодня я расскажу небольшую поучительную историю, а вы подумайте, какая мудрая мысль заложена в этой истории. Делитесь своими мыслями в комментариях. Однажды подружились лягушка и мышь. Они подолгу сидели у воды и беседовали. Любовь их друг к другу росла с каждым днем. И вот однажды мышь сказала лягушке: «Я прихожу к тебе, а ты под водой. Кричу я, кричу, а ты не слышишь. Я тебя не вижу сутками». Лягушка ответила: «Да, верно, но чем реже видишься, тем больше растет любовь». «Так-то оно так», — возразила мышь, «но нужно, чтобы любовь росла, когда мало любишь. А если любовь и так велика, куда ей еще расти? Я ведь часами тебя дожидаюсь, я кричу, а ты не слышишь. А сама я прийти к тебе не могу. Или сделай так, чтобы у нас был посыльный, и мы будем посылать через него весточки. Или придумай какой-нибудь сигнал, чтобы нам встретиться». Лягушка сказала: «Давай поступим так. Найдем нитку. Один конец привяжем к твоей лапке, а другой к моей. И когда тебе захочется меня видеть, ты потянешь за конец нитки, и я буду знать, что ты пришла. А когда мне захочется повидать тебя, то я дерну за ниточку. Вот так и будем встречаться». Тут сова, которая слышала этот разговор, сказала им: «Это ваша выдумка плохо для вас обеих. Ведь одна не сможет уйти далеко по своим делам, а другая не сможет плыть, куда ей хочется. Ты просто завидуешь нашей дружбе, поэтому так и говоришь», — сказали хором лягушка и мышь. «Ладно, делайте как хотите», — сказала сова. «Но я говорю вам, может случиться, что кто-нибудь запутается в этой нитке и потянет ее, а каждый из вас подумает, что это пришла подруга, и вы обе погибнете». «Отстань, не приставай к нам. Тот, кто не слушает советов, всегда раскаивается», — сказала мудрая сова. «Это не приносит ему пользы. Вы ни о чем не думаете. Эх, мышь, если ты побежишь от врага, ты ведь запутаешься и не сможешь удрать. А если враг настигнет тебя, ты потянешь за собой лягушку. Так же и ты, лягушка. И за одной погибнет и другая». Но они не вняли совета мудрой совы и крепко-накрепко привязали свои лапы прочной веревкой. Однажды появился откуда-то коршун и бросился на мышь. Мышь хотела было удрать, но запуталась и попала в когти коршуна. Он поднял ее в воздух, а на нитке лягушка висит. Прилетел коршун на гору, а соседние птицы очень удивились. Как это коршуну удалось вытащить лягушку из воды? Но лягушка сказала: «Коршун здесь ни при чем, но тот, кто не прислушивается к мудрым советам, всегда попадает в беду». Не испытал желания никто из тех, кто просил помощи у Творца, а потом посоветовался с верующими, сотворенными им, проявляя осмотрительность в своих делах. Ибо Аллах Всевышний сказал: «И посоветуйся с ними о делах, а решившись на что-либо, уповай на Аллаха». Аудиорассказы от Эдема Илай.